Здравствуйте, дорогие зрители! В этом выпуске мы будем разбираться, как правильно собрать высокий торт, потому что многие боятся его делать, так как считают, что его неудобно нарезать. Такие опасения совершенно напрасны, и в этом выпуске мы разберемся почему. Дорогие зрители, у кого заблокирован YouTube, вы можете смотреть наши выпуски на Рутубе. Нас на Рутубе можно найти, написав слово «Тортомания», или переходите по ссылке, которые есть в описании под видео. В этом выпуске я буду делать высокий торт, но небольшой. Размер нашего торта будет 10 на 10 сантиметров и высотой 18 сантиметров. Высокий торт действительно сложно нарезать, поэтому его лучше всего делать из двух частей. И здесь отличная фишка. Можно сделать две части, одну и ту же начинку, а можно разнообразить. Можно сделать две разные начинки. И в итоге у нас получится один торт с двумя разными вкусами. Итак, для такого торта мы собираем два одинаковых яруса. Для данного торта я подготовила стенд. Это у нас вместо подноса у нас будет пенопласт, обтянутый мастикой. Собираем торт, ставим первый ярус. На первом ярусе обязательно должны стоять кондитерские дюбеля для поддержки второго яруса. А второй ярус у нас стоит на подложке. Ее не видно, но она там есть точно. Первый ярус я почти его не выравнивала, не старалась, потому что он пойдет у нас под мастичное покрытие, а второй ярус мне пришлось выровнять нормально. На первом ярусе у меня ганаш, а на втором у меня белковый масляный крем. Замазываем щели, которые у нас образовались. И на данном этапе убираем торт в холодильник, чтобы он немножко охладился и отстоялся. Вдруг где-то еще будут трещины, мы это увидим. А после этого мы можем обтянуть нижнюю часть мастикой. Для данного торта нам понадобится мастичный отрезок длиной в 39 сантиметров. И в высоту я использовала 14 сантиметров верхняя точка. Если, к примеру, вы делаете высокий торт, но с кремовым покрытием, тогда обязательно нужно ставить центральную ось, чтобы зафиксировать второй ярус. Но в моем случае мастичное покрытие хорошо зафиксирует верхний ярус. Лично мне нравятся больше высокие торты, мне их легче украшать, я к ним привыкла. И сегодня я буду делать на этом торте цветочную композицию в виде букета. В этом выпуске я использую для обтяжки торта универсальную рисовую мастику. Из этой же мастики я буду делать цветы. Сначала сделаем заготовки для тюльпанов. Для этого нам нужна вот такая вырубка капля. Размер я напишу в описании под видео. Вайнер. Вайнер может быть любой, вот с таким тиснением. И, в принципе, уже окрашенная мастика. Для основы тюльпанов берем белый и сиреневый цвет. Отщипываем небольшое количество, немножко меньшую часть сиреневого цвета и большую часть белого цвета. Теперь нам нужно это вот слепить все вместе, но так, чтобы с одной стороны был сиреневый, а с другой белый. Сплющиваем пальцами и делаем такой цельный кусок. Теперь раскатаем, посмотрим. Вот у нас должен быть плавный переход от белого к сиреневому. Вырезаем лепесток. У основания у нас должен быть белый цвет. Прорабатываем лепесток вайнером и ставим на мягкий мат. Делаем еще два таких лепестка. Берем остатки, которые остались, сплющиваем. Это пойдет на сиреневую часть. И берем немного белого. И также сплющиваем вместе, чтобы одна часть была сиреневая, другая белая. Делаем один цельный кусок и раскатываем. Смотрим, как нам нравится переход. Видите, получился такой плавный переход от белого к сиреневому. Вырезаем. У основания у нас должен быть белый. Теперь на мягком мате мы должны лепестки обработать. Посмотрите, нам надо сделать вот такие выпуклые лодочки. Сначала мы лепесток немножко удлиняем, вот так немножко вдавливаем. Обратите внимание, что мы шариком больше работаем в верхней части. Делаем таких 3 лепестка для одного тюльпана. Тюльпанов у нас 5, поэтому таких лепестков понадобится 15 штук.
ставим лепестки, чтобы они немножко подсушились и зафиксировались, а за это время делаем заготовки для другого цветка. Берем мастейку, окрашенную в светлый желтый цвет, раскатываем и вырезаем. Это форма капелька, обычный лепесток, вырезаем 5 штук. И теперь утончаем каждый лепесток. Можно было взять вырубку побольше, но здесь такой нюанс, что нам нужно основание лепестков, которое будет крепиться на кремовом покрытии, надо более плотным. Для одного цветка я буду использовать 5 лепестков. На торт нам понадобится 2 цветка, но вы можете сделать один, это уже по желанию. И теперь еще немного надо сделать мелких цветов. Берем мастику, окрашенную в сиреневый цвет. Для данного цветка сделаем вот такую шапочку с хвостиком. Раскатаем краешки. И теперь возьмем вот такую вырубку. Это у нас вырубка сирень, гортензия. Вырезаем. И сейчас обрабатываем. Сначала сделаем отверстие по центру. И теперь утончим лепестки. В данном случае можно использовать либо такой вот стек, либо шариком сразу пройтись. Вот, у нас получается такой цветок. Сердцевинку я сделала из терракотового цвета. Фиксируем его так, просто закладываем сердцевинку, чтобы она была у нас закрытая. Вот, для данной композиции нам понадобится вот таких 3 цветка. И еще возьмем мастику, окрашенную в яркий розовый цвет, и сделаем еще несколько мини-цветков. Тоже формируем такую шляпку с хвостиком. Делаем то же самое, что в предыдущий раз. Только вырубку берем уже вот такую звездочку берем. Она очень маленькая, цветок получится маленький. Вырезаем и также утончаем лепестки. Вот в итоге у нас получится вот такой маленький цветок. Сердцевинку закрываем тем же терракотовым цветом. Для данной композиции я сделала таких, по-моему, 5 или 6 цветков. Теперь переходим к тонированию лепестков для тюльпана. Ну, так как тюльпаны у нас играют основную роль в этой композиции, то на них будет все внимание, их надо сделать как максимально такими похожими, и чтобы они были красивыми. Ну, а все остальное будет как дополнение. Тонируем ярким розовым цветом. Вот идем от конца лепестка к середине. Тонируем вот таким образом. Посмотрите, как сразу лепесток меняет свой вид. Также мы затонируем желтые лепестки, но в данном случае мы их тонируем у основания. Я использую терракотовый цвет. И снова тонируем лепестки для тюльпана. Это уже у основания берем светлый салатовый. Немножко затонируем салатовым, чтобы был такой красивый переход. Таким образом я затонировала все лепестки для тюльпанов. Вот посмотрите, они все разные. И так как у нас все готово, мы сейчас будем собирать цветочную композицию прямо на холодном торте. Перед цветами надо сделать какой-то фон. Я решила ничего не рисовать, а просто сделать такой как бы фон зелени. Мазки размазанные, похожие что-то на листья, на зелень. Для окрашивания я использовала обычный салатовый сухой краситель, развела с водкой. Для стеблей я взяла зеленый цвет, такой более теплый, и выдавила вот такие жгутики экструдером.
там, где мастичное покрытие, смазываем кондитерским клеем и на это место прикрепляем стебель. Приклеиваем 5 штук, так как у нас будет 5 тюльпанов. И теперь формируем сам тюльпан. Это очень просто. Смотрите, приклеиваем один лепесток. Но здесь кремовое покрытие, поэтому я говорила, ничем смазывать не нужно. Вот первый лепесток просто на крем прикрепляем. А следующие 2 лепестка уже нужно смазать, так как они идут друг на друга. С внутренней стороны подмазываем кондитерским клеем и приклеиваем немного сбоку один лепесток. И последний лепесток также с другой стороны. Видите, здесь у меня немножко при нажатии выполз крем. Мы его легонько убираем инструментом и все сглаживаем. И даже ничего видно не будет. Так, теперь мы прикрепим листки. Я сделала 3 штуки. Ну, листки уже не стала снимать. Они делаются вообще очень просто. Это как классические листки. Вот я решила их расположить вот таким образом. 3 штуки, думаю, больше не нужно. Если уже элементы декора крепим на мастичное покрытие, то смазываем клеем. Дальше продолжаем собирать тюльпанчики. Вообще собрать композицию, чтобы она гармонично смотрелась по цветам, по тональности, достаточно сложно. Поэтому перед этим, как выкладывать композицию на торт, выложите себе ее на столе. Сразу выкладывать на торт достаточно сложно. И сюда мы поставим наши сиреневые цветочки. Здесь 3 штучки. Здесь я подумала, что светлый цветок, желтый цветок будет хорошо смотреться. Один здесь и один сверху. Вверху мы пока его наметим. Я поставлю 3 лепестка. Потом вдруг что-нибудь не так пойдет, то можно будет снять. И вот с этой стороны мы прикрепим наши розовые цветочки. Нам немного не хватает зелени. Вот просто делаем здесь мазок, там мазок, как будто листья. Подождем, пока оно чуть-чуть схватится, потом растушуем. Ну, вот как получилось. На улице осень, а у нас композиция весенняя. Для желтых цветочков я сделала белую сердцевинку. И в принципе все. Наша композиция уже готова. Ну что ж, на этом наш выпуск подошел к концу. Напоминаю, что вся нужная информация есть в описании под видео. Всем говорю до свидания и до встречи.